Приветствую, друзья! Среди микрофонов для подкастов меня всегда привлекали модели типа Shure MV7, где говорить надо не сбоку, а непосредственно в верхнюю часть устройства. Как-то, на мой взгляд, это более логично. У Fofine подобных решений я, к сожалению, не встречал, а вот Maona озаботились вопросом и выпустили собственную версию такого микрофона под названием PD400X. Причем на этом его достоинства не заканчиваются. Кроме классической кардиоидной направленности, мы имеем функцию физическую регулировку чувствительности и громкости при мониторинге, а также целых два вида работы в качестве классического XLR микрофона и современного USB. Технически просто сверхлюбопытное устройство, о нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел микрофон в просто огромной коробке с изображением героя обзора, списком его основных достоинств на боковой части и наглядным обозначением всех функциональных элементов. В комплект нам положили довольно подробную инструкцию, ветрозащиту, тяжелое металлическое основание и два кабеля Type-C с переходником на классический USB и стандартный уже XLR кабель для подключения микрофона к микшеру или же аудиоинтерфейсу. Для начала девайс, конечно же, нужно собрать. Для этого к металлическому U-образному корпусу прикручиваем ножку. Впрочем, если заглянуть и внутрь, то там можно обнаружить обе распространенные резьбы на 3/8 и 5/8 дюйма. То есть микрофон спокойно станет практически на любой современный штатив. Здесь вот прямо снимаю шляпу. Очень хорошо придумали. Сбоку же его фиксируют два винта на резиновых прокладках. Держится микрофон уверенно, никаких вопросов здесь нет. Сам же корпус условно разделен на две равные части. Сверху имеем металлическую сеточку с базовой ветрозащитой, оттого непрозрачную, а снизу тоже металлический корпус со множеством различных функциональных элементов. Так, на верхней его части можно обнаружить сенсорную панель с изображением микрофона, который отвечает за временное его отключение. Например, если вам надо срочно ответить на звонок или же сказать что-то домашним, чтобы это не попало в эфир. Единственное, лучше бы это была физическая кнопка, так обычно надежнее, но сенсорная тоже подойдет. Еще здесь находится многофункциональный регулятор. При первом нажатии он отвечает за чувствительность микрофона, при втором за громкость вывода на наушники, а при третьем за так называемый смешанный режим. При вращении регулятора нужно приложить небольшое усилие, так что случайно вы его не крутанете. С обратной стороны абсолютно ничего нет, но то и понятно, так как туда нет доступа во время использования. А вот на нижний торец производитель вынес USB разъем для подключения к компьютеру или смартфону, XLR для проводного соединения, 3,5 мм выход на наушники и кнопку с 3 светодиодами. Это и есть тот самый эквалайзер, которым так гордится производитель. Первый режим линейный, то есть эквалайзер по сути выключен. Далее идет срез высоких частот, убирающий проблемные места на басах, подъем середины, она же область разборчивости, и сразу срез с подъемом середины. В зависимости от характера вашего голоса обычно имеет смысл либо выключить эквалайзер совсем, левый индикатор, либо обрезать низ, то есть средний индикатор. В подъеме области разборчивости очень редко бывает необходимость, но попробуйте все, чтобы понять, что лучше применимо именно в вашем случае. Здесь важно отметить тот факт, что все эти эквалайзеры, регуляторы и кнопки работают исключительно при USB-соединении. Если вы захотите использовать PD400X со своим аудиоинтерфейсом по XLR, то это будет обычный микрофон без каких-либо особых плюшек. Собственно, это все, что нужно знать о данном устройстве. Хотя нет, когда вы будете говорить в микрофон, на верхней его части будет происходить индикация. Старайтесь, чтобы она не попала в красную зону, это спасет вас от перегруза. Впрочем, микрофон по факту оказался относительно тихим, и использовать его, по крайней мере по USB, можно исключительно на максимальном уровне чувствительности. То есть наболтать как следует здесь не получится. Зато и перегруза с ним можно не опасаться. Под Windows 10 микрофон определился автоматически, готовый работать в одноканальном режиме 16 или 24 бита и частоте дискретизации 44,1 или 48 кГц. Я рекомендую ставить по максимуму 24 бита 48 кГц, но смотрите по возможностям канала вещания. Из дополнительных нюансов не очень надежна сенсорная клавиша Mute, все время надо перепроверять ее цвет, и обратите внимание на наклон микрофона. Еще раз напомню, говорить здесь надо в верхний его торец, а не сбоку, как у тех же Fofine
Fine. На официальном сайте можно также скачать фирменное приложение для Windows, Mac или же Android. Там мы имеем две панели, стандартную и продвинутую. Слева находится активный уровень с возможностью выключить микрофон, уровень громкости на наушники, режим смешивания, 4 режима тонального окраса и, чего я никак не ожидал встретить, это выбор расстояния до капсуля. По умолчанию вы должны говорить непосредственно прямо в микрофон, но есть и средний и увеличенный режимы работы. Я себе переключил на средний, это где-то от 11 до 30 сантиметров. Так для стримов наиболее удобно. В настройках, там где шестеренка, я вот уж сюрприз обновил прошивку микрофона с 1.06 на 1.07. Да, есть здесь и такое. В продвинутых же настройках почти то же самое, только можно выбрать один из пресетов эквалайзера, режим усиления, лимитер и компрессор, что вообще говоря просто сверхкруто, особенно с учетом наличия их полноценной настройки. Если вы не записываете звук, а транслируете его куда-то, то подобный функционал будет более чем полезен. По настройкам на закладке Advanced я включаю фильтр высоких частот, гейн у меня стоит на максимум, а лимитер и компрессор предпочитаю внешние. На стандарт у меня выбран тон Bright, то есть яркий, и среднее расстояние до капсуля. Это тоже рассчитывайте сами, смотря как далеко вы находитесь от микрофона. Натуральный тембр мне в принципе тоже понравился, но яркий добавляет в него эдакие искорки, получается чуть агрессивнее и ярче, что для моего голоса вот самое то. Ну а если вам совсем немного лет, то попробуйте еще глубокий режим, он добавляет в голос низких частот. По уровню здесь примерно минус 12 дБ, то есть чтобы уйти в перегруз, надо прямо очень постараться. В среднем пике идут на минус 15 дБ. После записи я всегда нормализую полученные аудиофайлы. Записывать лучше, как я уже сказал, 24 бита 48 кГц, но из-за кардиоидной направленности все, что происходит вокруг вас, довольно-таки слышно. Давится только то, что непосредственно за микрофоном. По шумам это где-то минус 42 дБ, что в принципе очень достойно. Сам же голос, если не использовать программных настроек, мне показался очень естественным и теплым, но без прозрачности ярко выраженной экспрессии, которую, собственно, я и добавил тонкими настройками из приложения. По качеству записи у меня никаких вопросов нет, пишет хорошо и очень чисто. Не скажу, что уровень Fofine K690, там голос все-таки прямо сверхпрозрачный, но тоже весьма достойно, четко, сочно, с хорошей артикуляцией и выразительностью. Пожалуй, это второй потрясающий по качеству USB микрофон, что я только встречал. Использовать его по XLR тоже можно, но так мы лишаемся всех фишечек модели. То есть можно, если понадобится, но смысла в том не сказать, что много. Тем более, что DSP-модуль тут очень неплохой, да и разрешение высокое. Ну а как микрофон записывает, вы слышите прямо сейчас. Все настройки я уже описал, больше ничего не использовал, внешних плагинов нет. Итогом в лице USB микрофона Maona PD400X мы получаем сразу массу разнообразных очень полезных возможностей. Например, режим мут, регулировку выхода на наушники и чувствительности, пресет эквалайзера, окраску тона, выбор режима работы относительно расстояния до микрофона, а также встроенный лимитер и компрессор, если требуется немного подкорректировать звук на лету. Все это включается, отключается по мере необходимости и действительно в позитивном смысле влияет на работу микрофона. Какое-то время использовал его как есть и было в принципе нормально, а вот когда я открыл для себя приложение, стала вообще мечта. Яркий, насыщенный звук с хорошей массой, выразительностью и артикуляцией. Потрясающий микрофон, который к тому же можно использовать по XLR с каким-нибудь там ламповым предусилителем и профессиональным аудиоинтерфейсом. Пробовал так и лично для себя остановился именно на USB подключении, так мне удобнее всего. Да и по характеру записи почти ничего править не нужно. Однозначно рекомендую. Ну и почти все мои последние стримы были проведены именно на нем, как скорее всего и многие будущие. Там вы можете его понаблюдать, как говорится, в работе. Шикарное решение, друзья, можно смело брать. А на этом у меня все. Это был динамический микрофон Maona PD400X. Всем добра, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!